В Лондоне, в роскошном особняке на берегу Тихого озера, Ричард Стентон готовился к вечеру, который должен был закрепить его репутацию в деловом мире. Дом сверкал, словно драгоценный камень. Слуги с утра натирали до блеска мраморные полы, расставляли букеты белых лилий в хрустальных вазах, развешивали тонкие шелковые гардины так, чтобы они мягко колыхались от легкого сквозняка. Длинный дубовый стол в бальной зале был накрыт тончайшим фарфором с золотым ободком. Рядом лежали приборы из чистого золота, а над всем этим величественно сияла многослойная люстра, отражая свет в зеркалах на стенах. За внешним великолепием почти никто не замечал невидимого труда. На кухне, вдали от торжественной суеты, целый день кипела работа Линды Джонсон. Она резала, тушила, запекала, проверяя каждую специю и каждое сочетание вкусов. Для нее еда была не просто ремеслом, а языком заботы. На ее руках оставались следы от горячих кастрюль, волосы пахли дымком от духовки, но в сердце жила тихая гордость. Помогала ей маленькая Эмили, 9-летняя дочь хозяина, с живыми глазами и искренним доверием. Девочка протягивала тарелки, пробовала соусы, смеялась, когда у Линды не выходила ровная форма пирожков. В их совместной работе чувствовалось нечто большее, чем отношения хозяйской дочери и наемной кухарки. Это было похоже на дружбу и семейную близость. Когда гости собрались, в воздухе витала смесь дорогих духов, запаха воска от свечей и тонких ароматов из кухни. Мужчины в строгих костюмах и женщины в вечерних платьях обменивались учтивыми кивками, обсуждали инвестиции и политические связи. Казалось, все шло по плану, пока на стол не подали первые блюда. Некоторые из влиятельных гостей, бросив взгляд на хозяйскую кухарку в черной униформе, позволили себе едва заметные гримасы. Несколько тарелок были отодвинуты в сторону. Шепот скользнул по залу, холодный и отталкивающий. Еда, приготовленная руками такой женщины, казалась им недостойной их статуса. Тишина, наступившая после этого, оказалась тяжелее любого упрека. Ричард, сидевший во главе стола, почувствовал, как его уверенность тает. Он знал цену этим людям. От их одобрения зависели контракты, сделки, целые предприятия. Но вместе с тем он ощущал, как что-то давит в груди, словно тень на фоне золотого сияния вечера. Именно в этот момент маленькая Эмили проявила то, на что взрослые не осмелились. Ее голос прозвучал неожиданно ясно и твердо, наполнив зал простыми словами о том, что Линда для нее не прислуга, а часть семьи. Взрослые лица застыли, словно в зеркале отразился их собственный стыд. Первым нарушил напряжение седой джентльмен, известный своей холодной прямотой. Он взял ложку и попробовал суп, приготовленный Линдой. Его сдержанное выражение лица постепенно смягчилось, и он коротко кивнул, признавая мастерство. За ним потянулись остальные. Шорох посуды, осторожные глотки, и вот уже весь стол вновь был поглощен ужином. Но вкус блюд теперь ощущался по-другому. За каждым изысканным соусом и нежным мясом стояла история женщины, вложившей в них не только труд, но и сердце. Линда, стоявшая у стены, впервые за долгое время не могла скрыть слез. Она почувствовала не жалость и не снисхождение, а настоящее уважение, которого так долго была лишена в мире, где ее привыкли не замечать. Для Ричарда этот вечер стал откровением. Он понял, что вся его позолоченная роскошь меркнет перед простой истиной. Настоящая смелость рождается не в кабинетах с договорами, а в сердцах, которые умеют любить и защищать. Слухи о том ужине быстро разошлись по Лондону. Газеты писали о светских нарядах и дорогих винах. Но в памяти людей осталась не роскошь, а девочка, напомнившая взрослым о том, что достоинство человека нельзя измерить положением или цветом кожи. И именно эта память оказалась ценнее любых сделок. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк,
а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.